Колеса пришлось сдуть. Прям небольшая лепешка такая, потому что на накачанных ехать просто невозможно. Небольшая кочка и просто подпрыгиваешь. Чуть из кабины не вылетел. Невозможно. А на сдутых более-менее нормально. Сегодня ночью было -8, приморозило хорошо. Можно идти хоть в тапочках, вообще не проваливаешься. Каракат даже не проваливает вот эту воду, которая замерзла на старой дороге. Друзья, всем привет! Я на озере, где изба Заползуха. До самой избы еще не доехал. Издалека увидел, думал, может быть, показалось. Открытая вода. Сегодня у нас, по-моему, 7 апреля. Вроде, да, 7. Такого я не помню, чтобы 7 апреля вскрывались озера. Но здесь, конечно, непростое озеро, оно особенное. Ключи. Оно быстрее всех выходит, но тем не менее. Вот этот участок, здесь как раз самая яма. Ну, вот это место можно, по сути, рыбачить на лодке. Сегодня сильный ветер. Сегодня уже я точно это делать не буду. А завтра, я думаю, попытаемся. По прогнозу завтра погода неплохая, ветер стихает. Сегодня просто ураганный, метров до 18, до 20 порывы. Это уже совершенно другое озеро. И посмотрите, здесь совсем все по-зимнему. Попробую порыбачить здесь. Попробуем тут. Прозрачность вроде более-менее, что-то видно. Посмотреть, хоть если нет рыбы. Ни разу здесь вообще, если честно, по льду ничего не ловил. Друзья, есть щука подошла. Вот она. Не знаю, какого размера. Ну давай. Да ты что, не видишь, что ли? Есть. Схватила. Ушла, балансир зацепился за лед. Да елки-палки. Здесь практически сразу я опустил. Щучка вроде неплохая была. Иду вдоль берега. Буду пробовать тут. Раз вот щука была. Там посидел, больше не видел никого. Где-то она ушла. Но она подошла практически сразу. Я только балансир опустил. Она где-то тут же и появилась. Может, стояла рядом.
Холодно на улице. Ветер ледяной. Градуса 2-3 мороза, наверное. Костер развел. Чуть-чуть немножко погреюсь. Попью чаю. Больше ни одной поклевки. И щуки я больше ни одной не видел. Пробурил я весь этот берег. Вот сюда. Под этой горой. Тишина. Сейчас попью и пойду обратно в ту лунку. Попробую, может быть, еще куда-нибудь там на глубину сместиться. Хотя я попробовал здесь тоже поглубже так походил, и результат такой же. Не знаю. О, подошла. Видно морду слева. Уголково там торчит. Ну давай, хватай. Такая около килограммчика, наверное. Испугалась. Клюква прошлогодняя. Холодная. О! Кислятина. Я не знаю, слышите этот звук или нет. Я издалека ехал с болота. Думал, может, косачи сидят где-то такую, так, как будто курлыкают, звук такой. А это лед ломает на озере ветром. Вот так вот волна ходит весь. И вот так вот такой звук интересный. Стал воду набирать. Запах какой-то непонятный. Фу ты, елки-палки. Вода, конечно, пахнет. С озера, что ли, тянет эту гадость. Ой, не знаю, что делать.
набрать воды на бытовые нужды. Она какая-то мутная здесь, поэтому и в ручье вода пахнет. Вскипятил воды, надо помыть сковородку. Она у меня оставлена была вот здесь под крышей на полочке. И мыши там оставили сюрприз, причем довольно много. Мне кажется, от них никогда не избавиться. Сколько их было осенью, зимой переловлено здесь. Но бесполезно. Одних ловишь, другие приходят из леса. Стол пришлось тоже мыть с мылом. Привез батарейку, наконец-то. Часы. Буду жарить картошку на топленом масле. На улице уже минус 4 градуса. Подмораживает. Посолить забыл. Печка криво немножко стоит и масло в одну сторону стекает. Вообще, по идее, время такое неплохое. Надо бы, конечно, было попозже ехать на неделю. Но, как бы, думал, что уже так более-менее все разнесло. Оказалось, не совсем. И вот такая вот, ребята, разница. Вот на этом озере уже все, можно сказать, льда нету. А на том озере лед местами почти со шнек. То есть, вот так. Может, ключи. Ну и озеро открытое такое тут. Там все-таки оно в горах, в лесу, в ельнике. Поэтому они поздно вскрываются, такие озера. Ладно, сажусь ужинать и все. Всем до завтра. Друзья, всем доброе утро. Я думаю, что так холодно вообще. Минус 14 градусов. Обалдеть. Вот это холодина. Озеро по новой встает. Слышно, лед трещит.
сейчас, конечно, я завтракаю. Чайник уже зашумел. На озеро сегодня точно отменяется, потому что ветра не было. И в такой мороз, вот, которая вчера открытая была вода, она просто затянула ее пленкой. Ждать тепла днем отдаст и, ну, к этому времени выдвигаться на Таежную речку. Пробовать ловить хариуса там на поплавок. Но вариантов больше нету. Вообще, по прогнозу, сегодня такого мороза не должно бы быть. Там стояло -4. Я вот что, воду и не заносил вчера. Оставил ее там. Думаю, ну она сильно не замерзнет. Утром выхожу, она вообще еле ножом там пробил ее. Лед держит на болоте. Уровень летний на речке. Вода прозрачная. Вообще как летом. Это свежий лед уже образовался. Вот в улове здесь. И видно, как уровень воды был выше гораздо. Льдинки аж замерзли на корягах, на топляках, на этих. Мороз уже 3-й или 4-й день ночами стоит, и подпитки нету, а так снег еще местами вот лежит, местами прилично его так еще. Я думал, весь уже сошел, но большинство-то все равно растаяло уже. Спускаясь вниз по реке, местами выглядываю хариуса, иду. Тут очень много мест, где просто удочку не закинуть. Везде кусты, деревья нависшие. То есть буду сейчас искать места, такие типа ямки какие-то. Думаю, может быть там что-то есть. Вверх смысла нет идти. Это 100%, но сходим вниз, прогуляемся. Время только 10:30 дня. Уехал я сегодня попозже, чтобы хотя бы мороз немножко спал, было потеплее. Лед падает как с берегов, осыпается. Там просто вот она, как вот летом, кристально чистая. Из ручья вытекает болотная вода, и все. Там уже грязь. Вода уже намного темнее, грязнее. Здесь я хариуса ловил когда-то давно. Попробую. Постоял я минут 30 где-то, порыбачил, но поклевки не видел. И думаю, смысла нет куда-то еще двигаться. Я и так уже прилично мест сменил. Прошел я, наверное, 2 километра вниз спустился. По речке все 4 будет, а то и больше. Река сильно петляет. Пью чай и выдвигаюсь обратно. Даже не знаю, чем заниматься, что делать.
Приморозило не вовремя, конечно. Не знаю, что и делать. Один вариант. Ехать на то озеро, где я пробовал щуку ловить. Там еще пытать удачу на речке бесполезно. Здесь тоже делать нечего. Прошло 2 часа с того момента, как я начал рыбачить сегодня. Вообще никого и на камеру не видел, и поклевки ни одной я не видел. Я пробурил, наверное, лунок 20. Все у того берега. Потом здесь на глубине попробовал. Здесь у травы. Сейчас вообще сижу у кувшинок, вот видно. Это корни кувшинок. Ни души. Хоть бы окунь какой-нибудь проплыл, небольшой. Такое ощущение, что рыбы нету. Но окуня, мне кажется, здесь точно мало. Если окунь есть в озерах хотя бы в небольшом количестве, он все равно где-то его можно найти. Лунок просверлено очень много. Плюс я вчера еще рыбачил, тоже никого не видел. Вообще странно. Очень странно. Такая рыбалка, к сожалению, тоже бывает. Не все коту масленица. Не все таскать рыбу одну за другой. Ехал сейчас с того озера. Подъехал опять к этому. Стоит лед. На улице, в принципе, тепло. Где-то, ну, здесь градусник на солнце. Смотреть бесполезно. Но градусов 5, наверное, тепла есть. На солнце вообще нормально так. Но, тем не менее, озеро стоит. Ломает лед. Друзья, всем доброе утро. И всем до скорой встречи. Время 8 утра. Уезжаю домой. 6 часов было минус 4 градуса. Поднялся ветер южный. Уже раздувает так. Я думаю, днем раздует. И лед, может быть, в теории разломает. Все вынесет. Но ждать я не буду. Уже собрался. Может, и не вынесет. А завтра надо будет в любом случае уезжать домой. Так что всем пока, до новых встреч на канале и всем удачи. Берегите друг друга и всем главное здоровья. Может быть, попозже приеду сюда, через недельку, когда совсем все вынесет. Там обещают тепло до плюс 12. Так что все, поехал. Вещи я уже собрал.